Сейчас надо было поехать на машине. Хотел сложить вам видео, но так как мне придется посидеть несколько часов здесь кое-что в машине подождать, соответственно, мы проведем сегодня стрим и поговорим мы о бизнесе. Вот. А о каком бизнесе? Так как сюда сейчас очень многие народ едет, много людей едет в Аргентину, и все же надо где-то чем-то заниматься, правда? Я там сложу вам видео, складываю сейчас, которое будет вам расскажет, чем люди занимаются, те, которые приехали в Аргентину. А вы в то же время давайте обсудим сейчас еще это и на стриме. Потому что очень многие люди, которые приезжают, они же чем занимаются? Они занимаются торговлей, правда? И вот как раз про маркетплейс и про торговлю я и хотел поговорить. И когда народ подключится здесь, так, с непонятки, подключается или не подключается, значит, что я хотел рассказать по поводу торговли. Я хотел рассказать по поводу торговли, что у нас есть такой маркетплейс, который называется Mercado Libre. И вот на этом Mercado Libre, привет, уже кто-то подключился, значит, еще раз спрошу, так как человек уже какой-то подключился, в плане того, что как у меня со звуком, там хоть все хорошо слышно или нет, пожалуйста, напишите. А сегодня я хочу поговорить, у нас дождливый день, на улице, вот видите, дождик за окном машины идет, и я хотел поговорить про торговлю в Аргентине. По одной простой причине, что так как многие сюда едут, и многие не знают, чем заняться, слышно, спасибо, не знают, чем заняться, я потом сложу вам большое видео по поводу того, чем люди занимаются, новые, которые приехали, как минимум хотя бы на первых порах. Понятно, что всех финансы разные, и все приезжают, открывают разные бизнеса. Но многие из них сейчас начинают участвовать. Да и не то, что это не то, что мы будем говорить не о тех, которые новые приехали, не новые. Это для всех касается. Обсудим маркетплейсы. Маркетплейсы в Аргентине. И вообще торговлю в Аргентине, потому что многие, кто не может найти какую-то работу, они чем занимаются? Они торгуют или своими товарами, или перекупают товары, или привозят товары. И я начинаю замечать, что некоторые берут идею, здесь этого нет, я привезу и типа продам, но в то же время не знают немножко специфики Аргентины, о чем и хотел именно поговорить. Про специфику продажи в Аргентине именно сейчас, при этом правительстве, потому что, всегда все по-разному происходит, правда? Значит, у нас есть такой маркетплейс, который называется Mercado Libre. Это такой здоровенный маркетплейс, в котором тоже всякие продавцы есть. Это как Amazon, там, как AliExpress, только аргентинский. Даже он не аргентинский, он вообще-то, в принципе, сейчас уже можно сказать так, латиноамериканский. И многие люди пытаются, говорят, смотри, маркетплейс есть, товаров таких нет, таких нет, таких нет. Я буду привозить, продавать и все. Во-первых, вам надо понимать, что это тоже крупный маркетплейс. За последние годы он развился очень хорошо. И там, нужно иметь документы, как минимум аргентинские, потому что просто так по паспорту туриста вы не зарегистрируетесь, это однозначно. Второе, там все подвязывается до денег, до банков, до кредитных карточек, до всего остальное. Значит, тоже, опять же, нужно иметь документы. Но вообще сейчас мы не про документы, мы про кое-какие бизнеса обсудим. Смотрите, сейчас Marketplace, этот самый Mercado Libre, очень раньше критиковал везде Тему, к примеру, и другие страницы, компании, которые поставляли из-за рубежа всякие товары. И всегда критиковал, потому что начал рассказывал, что типа вот у нас на Mercado Libre все торгуют аргентинцы, мол, они свои товары продают, это поднимает экономику. А вот тех, кто там Тему и еще другие там страницы есть, они привозят из-за рубежа, и таким образом они подрывают местного производителя, типа. Вы всегда понимаете, что
эти все сказочки, это до одного момента, пока самому не захочется это же делать. Соответственно, так поступил и Mercado Libre. То есть Mercado Libre теперь открыл в Китае свои склады, вот где-то в декабре, по-моему, 25 года, и теперь им разрешили, ну, всем тут разрешили интернациональные продажи, и теперь высвечиваются не только продавцы, которые продают в Аргентине аргентинские товары, но и высвечиваются прямо товары, ты можешь купить с доставкой прямо с Америки, в основном это Америка и Китай. И вот Китай уже открыл Mercado Libre свои склады, и теперь будет оттуда оптом таскать товары и продавать, чтобы избежать многих посредников. То есть, что получается? На что боролись, на то и напоролись. Так как он критиковал, что местных продавцов подорвет тему, так само теперь подрывает этих местных продавцов сам Mercado Libre, потому что он оптом припрет гораздо больше товаров с Китая со своих складов напрямую. И, в общем, мелкие продавцы будут в загоне. Вы не сможете конкурировать с поставками самого Mercado Libre по ценам, если он привезет товары из Китая или то, что вы там доставите какие-то фишечки из Китая. Это раз. Второе, тут это, конечно, больше на уровне слухов, но уже сегодня начали как бы такие появляться чаще и чаще штучки. То есть вот то про склады Китая, Mercado Libre, это никакие не слухи, это официально. И скоро, так сказать, они тут завалят этими китайскими товарами, то есть покупка с Китая, и эти продавцы, которые просто продавали там какие-то мелочи китайских товаров, все загнутся. Так что особо не надейтесь на то, что, я сейчас начну тут с Китая поставлять, тут Аргентину это самое. Ну, типа, не берите себе как за будущий бизнес, хорошо не продумавший этот вопрос, потому что, вот почему, потому что я это именно и рассказываю. Так, ребята, ставим лайки, потому что нужно эфиры продвигать. Вы денег не платите, давайте хотя бы пальчиком потычьте в экранчик, поставьте там сердечек, лайков, напишите комментарии. Смотрите, 5 лайков 30 человек. Что, у 25 рук нету, что ли? Не все же прямо там без руки. Поставьте лайчики, спасибо огромное. А я вам продолжу рассказывать эти идейки. Так, значит, что у нас получается? Еще пошли такие слухи, сильно обсуждаться, что Китай, он же тоже не глупый, когда он видит, что им открылась дорога в Латинскую Америку, то есть вот Mercado Libre, что Mercado Libre начал там склады, что правительство разрешило интернациональные покупки, поставки и все такое. Он тоже не глупый человек, здесь китайцев очень много. Они быстренько себе подобрали своих же китайцев, которые понимают на китайцев, которые живут в Аргентине, но у них есть язык, они понимают весь этот бизнес. Одно дело, вот, к примеру, мне, живя в Аргентине, пытаться что-нибудь поставить с Китая. И другое дело китайцу, живущему в Аргентине, поговорить с производителями в Китае. Правда? А если еще их и подрядили под эту тему, это вообще хорошо. То есть язык они знают, они как бы всю эту культуру, все этот бизнес знают, они вообще такие все бизнесовые в последнее время. Одним словом, китайцы начали связываться прямо с производителями, с тем всем, и начали предлагать еще дешевле товары. И мне кажется, что они даже дешевле будут предлагать, чем само Mercado Libre будет предлагать. То есть они предлагают на Mercado Libre такие товары с доставкой, которые цена самая низкая. И да, не быстрая доставка, то есть одно дело, ты покупаешь 1-2 штуки, оно летит там самолетом, эта посылка, это одна доставка. А китайцы для того, чтобы снизить цены, они набивают контейнера и отправляют кораблями, соответственно, эти товары. Когда они придут сюда, эти контейнера, тут вообще будет, по цене очень дешевый, скажем так. Потому что, да, лучше дольше подождать, но зато они наполнят этот рынок. И теперь получается таким образом, что местные начинают возмущаться, говорят, перебивают нам, наш бизнес, наш товар. Сами понимаете, да, что наводнить страну, допустим, дешевыми китайскими товарами. Это для экономики в какой-то степени
немножко даже крах, скажем так. Ну, не то, что прямо крах для экономики, это не то слово, но для многих продавцов это будет такое еще та веселуха. То есть ты пытался там что-то перепродавать, где-то доставал и все, а оно потом раз и привезли тот же самый товар, только вообще по супер дешевой цене. Вот, к примеру, про супер дешевые цены, не супер дешевые цены. Я там пользуюсь антенкой для интернета одной, и вот вчера я как раз испытывал ее в Кампо на рыбалках, и оказалось, что не так просто от машины подключить эту антенку, хотя и есть переходничок. Почему? Потому что надо, чтобы двигатель был заведенный, потому что просто 12 вольт ему недостаточно. Ему надо, когда двигатель заведенный, генератор работает, дает больше и, соответственно, работает. То есть во время движения я вчера пользовался. А именно поставить, выключить зажигание без двигателя нет. Надо еще один усилитель напряжения. И вот я начал смотреть про эти усилители напряжения. То есть это такой тоже переходник, как бы, который вставляется в прикуриватель и усиливает напряжение от 12 вольт до 30 вольт. И вот у нас он стоит около 150 тысяч песо. 150 тысяч песо это $100. Я смотрю на Амазоне, он Алиэкспресс, не на Амазоне, на Алиэкспресс в Китае этот самый же проводок стоит там $15. И Алиэкспресс это как наш маркетплейс, это еще не производитель, то есть у производителя он наверняка вообще по $5. И вот теперь прикиньте, те, кто сюда приперли, хотят продать за $100. А если завтра китайцы припрут и будут их продавать по 10 здесь, потому что они прямо у производителя наберут по 5. В чем его бизнес? Да ни в чем. Но с другой стороны, нельзя так однозначно относиться к этому делу, что кричат, вот, допустим, нет, они убьют наших производителей. Дело в том, что тут двоякое дело. С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Почему? Потому что наши производители, многие, или этого товара просто не производят, и сколько бы они ни орали, но они сами просто закупают в Китае и припирают под видом своего уже, потому что вы сами знаете, что если ты договорился с китайскими производителями, что ты будешь брать у них оптом, они твои этикетки будут только так клеить. Нам привозят удочки несколько компаний, которые оптовики из Китая. Одни и те же удочки, только на них написаны их марки. Потому что китайцы напишут любую марку, какую хотите сверху. Они не то, что держатся, нет, именно, нашу марку. Нет, вы покупаете оптом, скажете, чтобы там писали какую-нибудь марку вашу, там, не знаю. Да, пускай будет Leon Fishing. Да, они тебе, если я буду брать много, они будут писать Leon Fishing удочки. Так что эту всю туфту, конечно, все прочухали. То есть у нас нет такого нашего производителя. Я тут видел одну удочку, которая, как говорят, из какого-то пластикового водоробла, трубы сделали, она такая, что в руках не хочется держать. Соответственно, это не то, что ее убьют тем, что привезут хорошие удочки дешевые. Убьют, конечно, такого производителя, это раз. Второе, пострадают многие, которые ничего не производили, а только перепродавали по одной простой причине, что они не смогут с такими поставками, кораблями и просто со своих складов Mercado Libre с ними конкурировать. И вообще сейчас очень интересная история существует, и я смотрю, даже вновь приехавшие наши иммигранты начали тоже такую мульку травить, что вот мы будем заниматься поставками из Америки и из этого самого товара, из Парагвая. То есть все же думают, что они Америку открыли как бы новые, что они только такие умные, сейчас поедут в Парагвай, накупят по дешевой цене, по супер дешевой, и здесь начнут, продавать. И вот вчера как раз я за ними с таких и разговаривал. Мы вчера были вместе, провели день, как говорят, отдыха. И я даже не подозревал, оказывается, не так все простенько, а очень даже проблематичненько. Они сейчас напихались товарами до такой степени, что не знают, куда их сбыть. И теперь по Инстаграму и по всему такой переизбыт товара дешевого. Почему? Потому что, смотрите, все сначала кинулись, поедем в Парагвай, что там на машину сел, багажник товаров дешевых накидал, я буду брать рыболовные товары, а вы там будете на свои переводить, кому какие интересные в его мире. И привезу, и там в Парагвае, там такая зона дешевая, что дешевле даже, чем в Америке. Привезу и продам здесь. Окей.
И там начинает, ну, как бы эмоции захлестывать, когда видит дешевые товары, и накупает на 3, на 5 тысяч долларов, багажник накидал, и никто тут не проверяет особо там, припер, блин, и давай продавать там Меркадо Либре, не в Меркадо Либре, пускай просто там пишут, мне часто пишут, вот у вас там интернет-магазин, мы с Парагвая привезли товары, давайте мы вам подкинем, супер дешевая цена и все в таком духе, ну, то есть так предлагают по всяким связям. И это нормальненько, но вот тут самое есть но. Многие, когда покупают такие товары, привозят в Аргентину, чтобы продать и заработать, не учитывают одной простой вещи. Аргентинцы такие, блин, при нынешнем правительстве такие уже без денег сидят, что у них нет покупной способности, они их просто не покупают. Дешевые, блин, дорогие, вот и они сейчас не покупают. Сейчас, дай бог, как говорят, расплатиться за свет, за газ, за все вот такое. Соответственно, у тебя нет денег. И когда люди привезли много товара с Парагвая и стоят, и не могут никому его вдуть, у них начинается самих немножко, как говорят, трясти по одной простой причине, что он, блин, деньги вложил, товар у нее есть, а он никому не нужен. А теперь еще Меркадо Либре припрет с Китая, блин, а теперь еще китайцы контейнеры припрут с Китая. И он теперь, блин, головная боль, не знает, куда эти товары деть. И начинает по Инстаграму и по всему продавать уже эти товары, чтобы лишь бы отбить деньги, те, которые он на них потратил, и на этот самый. И вот такая сейчас у нас называется нездоровая конкуренция, понимаете? То есть толпа, которая нахватала вот этих всех товаров открытых, понавозила, а в то же время правительство выгребло все карманы у обычных людей. Соответственно, продать этого нельзя, получается, как бы товары есть, продавать их некому. Так что я к чему это рассказываю, что если у кого возникает такая идея, о, блин, тут же там рядышком в Аргентина, это прикольно, сел, поеду в Парагвай, поеду там это, в Бразилию, накуплю товаров там, в Чили дешевых, привезу в Аргентине, продам. Вспомните мою историю, которую я вам рассказываю, потому что вчера как раз обсуждал с таким, который возит эти товары. И он теперь не знает, как, блин, от них избавиться. Головная боль, говорит, нахрена я это все накупил. У людей нет денег, я привез, я думал, тут сейчас бизнес, куш сорву, оказалось, сорвал, блин, головную боль себе. Вот про что я говорю. Так что, ребята, не все так, как кажется, сразу потом, когда начинаешь это делать, так оно выходит. Понимаете, да, о чем я рассказываю? Это не значит, что нужно опустить руки, ничего не делать, но просто, чтобы лучше знать, как оно может поступить, и если, конечно, это какой-то супер-пуперский товар или еще что-нибудь такое, то да, а если нет, то еще неизвестно, зайдет или нет. Так, что тут у нас? Добрые дяденьки пишут с тетеньками, а ну-ка. Так, рассматриваем Аргентину для переезда и слушаем вас с вниманием. Ну и правильно, лучше, я не говорю, что Аргентина плохая страна, наоборот, я считаю, что Аргентина даже очень хорошая страна, просто она своеобразная. То есть, как я когда-то еще очень-очень долго, много лет назад говорю, ну, если хотите поменять, это не то, что если вы поедете в Аргентину, вы избавитесь от проблем. Как многие говорят, у меня дома куча проблем, я уеду в Аргентину, избавлюсь от проблем. Нет, вы не избавитесь от проблем, вы просто поменяете одни проблемы на другие, вот в чем прикол. У вас были там такие проблемы, ну, не знаю, ваши кредиты, ваши банки, ваши какие-то там, не знаю кто, наезды, переезды, а здесь будут другие проблемы. Но проблем тут тоже хватает своих. Так что лучше заранее немножко знать и быть готовым, чтобы потом не падать в припадки, что ой, куда я попал, все, тут все не так, тут все не это. Здесь нормально, здесь даже для нормальных людей нормальная страна. Но, конечно, свои прибамбасы у нас финансовые существуют, это 100%. Здесь эти качели... Всегда были экономические качели аргентинские, но при некоторых правительствах эти качели раскачиваются супер, блин, как говорят, вверх-вниз. Ну, как правило, больше вниз. Ну, смотря кому. Какому-то другому бизнесу может, наоборот, очень вверх. Так.
Валентин Свиножиров. Дед, ты с Америки, шоль? Блин, Свиножиров. Послушай внимательно, будешь знать, откуда я. Так. Привет, привет, привет. Так, насколько Аргентина ощущается американское Китай... Так, насколько в Аргентине ощущается американско-китайское напряжение? Лично между людьми я вообще не вижу, чтобы они обсуждали какое-то американское китайское напряжение в Аргентине. Совершенно вот, блин, не вижу, да? Это как бы вообще по барабану. Где Китай, где Америка, где там Европа, это все очень далеко. И в Аргентина это страна на другом конце шарика, и им вообще это никак не ощущается. Ощущается ли это в нашем правительстве? Больше всего, что да, что ощущается, потому что наше правительство, когда собиралось избираться, оно говорило, что оно никаких дел не будет там иметь, к примеру, там со всякими коммунистическими режимами, ну, вы понимаете, да, там БРИКСами, коммунистическими режимами, 5-10. Мы типа все пойдем в Америку, Америка пойдет к нам, и все в таком духе. И да, как деньги просить, так мы идем в Америку. Но дело в том, что Китай тоже тут хорошо держит. Ну, как бы не так-то быстро от него было отвязаться. То есть все товары, все всякие там эти самые вложения китайские. То есть на словах это одно, а на самом деле, по-моему, Аргентина пытается усидеть и между Китаем, и между Америкой, и между всем, откуда можно получить какие-то деньги. Так что вот это прямо напряжение, может, у тех, кто пытается усидеть на всех стульях, напряжение есть. Но лично обычным людям это вообще как-то по барабану, да? Обычные люди обычно относятся и к Китаю, и к Америке, и летают и в Китай за товарами, и в Америку за товарами летают, у кого есть деньги на то, чтобы летать товары возить. Так что им, по-моему, вообще по барабану. У нас не настолько, я заметил, что общество не настолько прямо верит и бегит сзади за лозунгами политическими. Вот, допустим, приходит какая-то партия и там правительство и начинает, нам надо всем туда, и толпа не рвет волосы на себе и не кричит, да, побежали нам туда, надо всем или туда. Они занимаются своими делами. Правительство может своими лозунгами бегать хоть туда, хоть и в Китай, хоть в Америку, хоть в Европу, хоть, вообще никуда не бегать, хоть в Бразилии, хоть из Бразилии. Но дело в том, что люди, как бы немножко включают свою голову, и да, у нас тоже есть, как говорят, что не все согласны со всем. Есть одно правительство, половина с ним не согласна, половина согласна. Есть второе правительство, половина с ним согласна, половина не согласна. Это обычное явление, это как религия. Один верит в одних богов, другой верит в других богов, как политические партии. Но они существуют. Но зато нет вот этого единства такого, знаете, сейчас прибежит еще один правитель и скажет, нет, нам надо, туда бежать. И все такие, вау, да, нам надо туда бежать. То есть вот этого оголтелого бегания за лозунгами точно нет, это 100%. То есть тут люди как-то, если они вот за тех, они за тех, другие могут быть за других, но такого общего. Именно этим и хороша Аргентина, что тут разные мнения существуют. Кто-то поддерживает этих, кто-то поддерживает других, кто-то вообще никаких не поддерживает, Так что по барабану людям там отношения между Китаем и Америкой. Простому народу как-то это вообще никак не касается. Так. Китай везде свои щупальца распространяет. Дело в том, что они давно же здесь были, да, тут у Китая много чего есть, и, по-моему, даже какие-то исследовательские центры, там, и закрытые какие-то территории, тут ходят слухи всякие, как говорят, заговоров, теории заговоров о том, что тут какие-то, аэродромы, какие-то исследовательские центры, предназначенные не для науки, куда никто не может особо попасть. Они были раньше, и вряд ли ни с того ни с сего, просто от того, что там правительство поменялось, они все позакрывались и поубегали. Оно все продолжает, просто когда-то, к примеру, это восхваляли и показывали, а потом типа тихонько будут продолжать. Китай как был, Китай так и есть. Это все-таки огромная страна с большой экономикой, с большими деньгами, много продукции имеет. Ясно теперь, что полмира, всяких китайских товаров у всех есть, и в любой стране его полно.
Так что тут делать? Экономика громадная, тут страна громадная, и просто так по велению, как говорят, палочки мы от всего откажемся, от всех отрешимся, побежим туда или побежим сюда, оно, как бы так не работает. Так что никуда, не то, что там щупальцы запустил и не запустил, он давно присутствовал. Китай и со своими товарами, и тут очень много китайцев живет вообще, и очень много просто китайцев живет. Китайские районы, куда мы ходим, и просто так. Ну, все друг к другу нормально относятся. Лучше бы крах на недвижимость. О, да, на недвижимость было бы неплохо, потому что так увеличивается, как говорят, эта обслуга, что вчера как раз знакомую встретил, она говорит, блин, как, говорит, 2 раза за несколько месяцев подорожало, что-то как-то дорого, говорит, стало даже вот это обслуживание дома. А я уже рассказывал в одном моем, как говорят, знакомый, который сдает квартиры, он буквально одну из квартир, которую здесь в Бельграну сдавали, и там эспенса была, хотя там в доме даже нету ни бассейна, ничего, просто вот подъезды, там даже Энкарада, по-моему, нет, в китайском районе, на 3-комнатную квартиру в таком доме, который, даже вот мы ходили посмотреть, нам даже не понравился. Была эспенса что-то типа 250 в марте или в апреле, в марте, наверное, 250 тысяч песо. А вот в июне там подняли эспенсу до 600 тысяч песо. Прикидываете подорожание. Это на обслуживание дома, в котором даже нет там ни бассейна, ни охраны, никаких видеокамер, ни кучи уборщиц. Если есть какой-то один Энкарадо, который выносит мусор, ну и хорошо. То есть тут загибаются цены только так. Так что едете, должны знать, сколько тут за что платить надо. Так. Санта-Роса начался сезон. Да, на то похоже, очень даже похоже. Сейчас я не знаю, что у меня в камеру другую покажет, могу показать. Да, вы за мной видите. А у меня так немножко на панельку. Видите, он дождик валит. Да. И по идее, всегда, кто не знает, что такое Санта-Роса, вот как раз Сандра говорит. Сейчас, ребятки, одну секундочку. Похоже, мне придется прерваться. Не так все, как я думал, что я буду сидеть несколько часов, но похоже, сейчас надо будет подъехать. Похоже, несколько часов у меня не получилось. Получится гораздо быстрее. Но ничего. У нас Санта-Роса это в конце зимы, где-то в начале. Так, обдуем, потому что стекло совсем уже. В начале сентября, в конце августа у нас появляется всегда такая штука, как грозы. В основном первые грозы. Сегодня не гроза, просто дождь. Но в принципе появляется такая штука, как первые весенние грозы. И это очень прикольненько. Ну, у меня стрим не оборвется, когда я буду ехать. Кстати, вчера испытал свою антенку во время езды. Было прикольно. Ездил там, где телефон не работал. А с антенной у меня получилось, что я смог иметь интернет, разговаривать по WhatsApp, прикидывайте. Так, трясется машина, потому что здесь брусчатка. В Буэнос-Айресе еще есть некоторые районы, в которых есть улицы из камней исторически, знаете, сложенные. Не асфальт, а камни. И вот сейчас я еду именно по такой каменной улице. Оп. Ладно, мой телефон падает, так что завершаем стрим.